Всем Изи привет! Вы на канале Алиса Изи Pets. Меня зовут Изи Роза, а это наш хомячок Кэмпбелла Стеша. Стешенька у нас мамулька. И ее деткам сегодня исполнилось уже 5 дней. Вы представляете, какие они большие? Ну, вы можете подумать, какие же они большие, им всего 5 дней. Нет, для хомячка это уже довольно солидный возраст. И они скоро уже откроют глазки. Я жду не дождусь. Хомячата подросли и очень даже хорошо. А как они выглядят, я вам сейчас покажу. Подпишись, даже если у тебя лапки. Мне нужно покормить Стешеньку. Я ей дам салатик. Смотрите, она сейчас на него нападать будет. Стеша, салат. Тш. Стешуня, салат пришел, а ты опоздала. Ну-ка. О, я же говорю, этот хомяк сначала еду убивает, а потом уже он ее ест. Вот так вот она расправляется каждый раз с едой. Я ее немного побаиваюсь, но она обычно такая становится, когда у нее дети появляются. И как выглядят дети, которым 5 дней. Это же очень-очень интересно. Я вам сейчас их, конечно же, покажу. Пока Стеша очень сильно занята. Мы заглянем в гнездо. Вчера мы его видели снаружи, а сегодня посмотрим, что там внутри. Эй, привет, малышня! Как у вас дела? Вы посмотрите, какие они стали. Они уже умеют чесаться. А как они громко орут по ночам. Вся эта маленькая детвора сидит у меня в моей комнате. И они так громко кричат по ночам, что это просто невозможно. Смотрите, один ребенок уже умеет умываться. Глаза не открылись, а он уже умывается. Я Стеше дала червяков, она пока будет набивать щеки. А мы позаглядываем, что здесь происходит. Посмотрите, какие они взрослые. Вы посмотрите, какие у них усища. Вы посмотрите, какие у них уши. Но это вам кажется. А я их сравниваю с тем, что было. Они уже просто огромные выросли. Такие маленькие кабасики. И они иногда сосут свою лапу, как медвежата. Особенно вот этот, видите его? Ой, он только тем и занят. Конечно, жара стоит. Тяжело хомякам расти, когда так жарко. Но с другой стороны, зато они не замерзнут. Вы посмотрите, какие они ушастые. Это же просто прелесть. И многие могут подумать, что вот у них шерсть какая-то, они шелушатся. Не, ребят, когда у хомячат начинает пробиваться шерстка, у них шерсть может вот так вот немножко измениться. Кроме того, покров кажется, что у них перхоть. На самом деле это у них просто растет шерстка. Кроме того, они лежат в опилках, и, кстати, мелкие пылинки от опилок тоже могут оказываться на шерсти. Поэтому это вполне нормальный процесс. И посмотрите, вот того, который слева, как у него хорошо видно усы. Он на кротенка похож, правда? Красавцы! Нет, я понимаю, что они, конечно, вам червяков напоминают, но мне кажется, что они такие красивые. Сколько маленьких пепси здесь. Мамулька уже набила полные щеки и пошла складывать еду. Мы ее кормим чаще, иногда даже раз 5 в день. Так, а вот и мамка пришла. И я так подозреваю, что мамка сейчас тут наведет порядок, закопает еду, закопает детей, и все. Они очень сильно радуются, когда мама приходит, сразу моментально к ней прицепляются. Видите? Сразу ребенок начинает маму сосать. А мама занята совершенно другими делами. Маме нужно сложить еду в угол контейнера. Потом эти же самые дети эту всю еду и поедят. Ой, как все оживилось, как они зашевелились. А она все в один и тот же угол все время складывает. Но я смотрю каждый день, не перекармливаю ли я ее белком. Абсолютно нет. Она весь его съедает, зато дети, вон, маленькие кабасики выросли. Я так за них рада. Они такие плотненькие, упитанные, и мне кажется, у них все хорошо. Ну что, маман, псишуня, ты всю еду пособирала? Иди салат доедай скорее свой. Ты ж салат будешь? Мне еще нужно уголок завтра поубирать у нее в домике, потому что она его записала. Хомячат она моет сама. То есть
в гнезде не пахнет пока ничем, потому что они настолько мало писают, что она их подмывает сама языком и все. А вот мамулька у нас написала очень много. Вот они, наши маленькие плямкалки. Двигаются, умываются. Правда, у них ушки милые. И такие хорошенькие. Скоро они уже откроют глазки и начнут путешествовать. Правда, нет, они сначала начинают путешествовать с закрытыми глазами, вы это тоже увидите. А Псиша превращается в настоящую ежемать. Никому не дает выходить из гнезда. Все время их хватает и относит обратно. Но это так было с предыдущим поколением. А что будет с этим поколением, я уверена, у нас еще будет тот еще КВН. Ой, зевают. Кротята маленькие, переворачиваются. Зевки маленькие. Кстати, самое интересное, у них даже до того момента, пока открылись глаза, они уже за щеки умеют что-то складывать. И я так понимаю, что они потихонечку в уголочке, там, где мама сложила еду, потихоньку у нее подъедать начинают. Уже на 4-5 день детвора пробует взрослую еду. Миленькие, коготочки, лапочки. Хвостики с белыми кончиками будут. Очень они похожи на папу. Да, на мамочку, похоже, ни один не будет похожим. Все папины детки. Вы же папу помните? Папа у нас черненький. На кого вам похожи маленькие хомячата? Напишите мне в комментариях. Мы их пока не прикармливаем, потому что в прошлый раз я начала прикармливать, еду в гнездо подсыпать, а Псиша психовала, и ей это не нравилось. Поэтому я так понимаю, что мамулька сама знает, в какой промежуток времени можно еду детям давать, а в какой нельзя. И сама этот процесс решает. И ничего страшного в том, что хомячата будут пробовать твердые зернышки, не случится. Потому что если такое попадается в гнезде, они пробуют, так и в жизни. Значит, все хорошо. Кстати, они у нас очень говорливые. Сейчас молчат. Но вообще у них голоса похожи на маленьких птенчиков. Такое впечатление, как будто у нас завелось 5 скворцов, которые все время чирикают. Попытаюсь вам это заснять завтра, если получится. Почесаться хочется, малыш, видите, лапкой машет. Сейчас попискивают потихоньку, но еще не громко. Они как эти маленькие депутаты. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Всю ночь сегодня кричали. Чем они недовольны были? Возможно, жарой. Но я боюсь еще, чтобы ночью сильно они под кондиционером не простыли. Всем привет! Сегодня распакуем бандерольку от Ганеевой Евгении из города Нижний Новгород. Давайте посмотрим скорее, что здесь. Смотрите, тут чупа-чупс пришел. Давайте папе дадим. Пап, будешь? Папа любит чупа-чупсы. Спасибо. Так. Еще здесь есть лакомство для грызунов. С фруктами, с овощами и с медом и хитином. С медом, наверное, нельзя, а вот хитин не знаю. Вот. Мама говорит, что хитин – это сушеные черви. Спасибо огромное дам своим питомцам, кроме той, которая с медом, потому что с медом нельзя. Так, лежак для хомяка. Ух ты! О, это так мило, вот такая милая подушечка. Наверное, я ее отдам крыскам, потому что хомячки могут сгрызть, а мои крыски очень любят всякие подушечки и разные гамачки. Спасибо огромное. Знак вопроса, что же это? Это вот такой вот домик. И там мышка с вопросом, кто же это? Письмо. Письмо от Ганеевой Жени. Здравствуй, Алиса и Easy Pets. Меня зовут Женя. Как поживают ваши животные? Наши животные поживают прекрасно у хороших наших хозяев, то есть нас. Мы с мамой уже давно смотрим ваш канал, ведь у нас тоже есть хомяк. Моему хомяку почти 3 месяца, его зовут Нара. Желаю вам успеха, по вашим хомячкам здоровья. Спасибо огромное, Женя, за твое письмо. Ты даже написала свой ник на YouTube, и теперь, когда ты будешь писать комментарий, я буду знать, что это от тебя. Спасибо тебе огромное. И тут еще что-то есть.
Вы мне часто присылаете свои поделки. Это вот такой вот кружочек, который может вот так раскрываться и закрываться с другой стороны. Вкусняшки для хомяков. Что-то тарахтит. Ой, и что-то выпадает. Ой, смотрите, тут корм прислали. Получается, чумиза, всякие вкусняшки. Маме сейчас на ладошку высыплю. Вот. Смотрите, сколько тут всего интересного. Это любит Пепси. Какие черви крупные, смотрите. Ага, мне тоже понравилось. Обязательно подсыплю в корм своим хомячкам. Крыса можно дать. И крысам можно дать. Еще тут есть вот такая вот наклейка My Cat, I'm Cat, Meow. Обязательно прикреплю ее на стену, очень интересная. Ой, смотрите, тут еще 2 чупа-чупса. Это, видимо, мне и маме. Мам, какой ты будешь? Тут есть экзотический и есть с слаймом. Это мне, значит, будет слаймом. Спасибо большое. Спасибо огромное, Женя, маме понравилось. Папа, есть чупа-чуп сразу. Спасибо огромное за такую классную бандерольку. Нам всем она очень понравилась. Присылай Жене еще, мы тебе будем очень рады. Ну а вы тоже можете прислать нам посылку, бандерольку или письмо. Адрес отправки есть под каждым видео в верхнем комментарии и еще в описании канала. Подпишись, даже если у тебя лапки. Ну что ж, вот такая была у нас сегодня встреча с хомячатами. Я очень всегда радуюсь вашим посылкам. Очень любим мы их распаковывать. Алиса украшает посылками стену в своей комнате. Ну, вернее, рисунками из посылок. Поэтому мы всегда очень радуемся, когда к нам приходит ваша почта. Спасибо вам большое за такие чудесные подарки. Ну а на этом я с вами буду прощаться. Я всех вас люблю, целую. Желаю вам хорошего лета, приятной прохлады и не слишком жаркого солнца, а также побывать всем в этом году на море. А на этом всем спокойной ночи, кто ложится спать. Это я имею в виду деток. И всем изи пока. Зёвочки маленькие.